Вот что такое нисхождение, говорит мать. Сначала наверх поднимаете сознание, там наверху вы соприкасаетесь с силой и спускаетесь с ней обратно. Это событие личностного плана. Вот здесь речь идет о том, что вот та сила божественная, которую вы открываете с помощью метода, с помощью молитвы или медитации, она работает в нас, в нашем сознании, в нашем теле по определенному логарифму или по определенной, так сказать, схеме. То есть вначале мы испытываем периоды некого подъема, эмоциональный, духовный подъем. У нас все замечательно, а потом вдруг, совершенно неожиданно, мы неким образом погружаемся в какой-то мрак. И какое-то время в этом мраке пребываем. Потом опять из мрака следует подъем, опять состояние возвышенное, приподнятое. Какое-то время оно стабилизируется, в разных, так сказать, сроках это будет. А потом опять куда-то вниз. Там темно, неуютно, тошнотворно. Ну вот такая вот синусоида. Вверх, вниз, вверх, вниз. У вас такие состояния бывали? Бывают? Да? Вот в медицине, это, или психиатрия называют это маниакально-депрессивным психозом. Знаете, вот такая есть болезнь, ну, якобы болезнь, хотя на самом деле это все-таки процесс принудительной эволюции. Когда на человека, готового сознательно эволюционировать, давит вот та сила, которой мы должны сознательно открыться, а человек ей не открывается, она просто его ввергает в состояние депрессии, а потом ослабевает как бы вот это ее наплод, и как бы он выныривает в сферы более светлые. Потом опять вот этот вот период принудительной эволюции, он в медицине или в психиатрии, правильнее говорить, вот, он именуется состоянием как маниакально-депрессивный психоз. Хотя на самом деле, если мы с вами открываемся сознательно этой силе, подобная картина у нас тоже происходит. Но это происходит уже с пониманием. Мы знаем, что сам себе подъем, которым характеризуется действительно всеми позитивными признаками духовными, да, он обязан смениться неким спуском в глубины подсознания, вот того мрачного темного подсознания, в котором должны произойти самые важные, самые глубинные, самые позитивные изменения. По сути, тот свет, который мы как бы ловим наверху, он обязательно должен не зайти вниз в подсознательные сферы и в подсознании вытравить всю нашу темную, мрачную, подноготную. Вот то, что называют иногда присутствием в нас вот этой темной личности или дьявольского начала. Вот это должно выгореть. И вот эта синусоида вверх-вниз. Вверх – это хорошо, это нам нравится. Вниз не нравится, потому что мрачно, душно, как-то все не так. Хотя радоваться надо не тому, когда мы наверху, а когда у нас процесс идет внизу. Вот как раз в эти периоды, мрачные, казалось бы, происходит в нашем подсознании главная работа. Вот этому радоваться надо. Но почему-то люди, даже когда им говоришь об этом, они мало радуются, думают, что у них что-то не так. А я советую радоваться. Это будет правильная позиция. Ясно или нет? Ясно. Вот самая главная работа происходит в периоды, когда вам мрачно. Когда у вас что-то не так. Как вам кажется. А на самом деле все так. Ясно? Подъем – это хорошо. Там вы отдохнули, там санаторий. Но надо же поработать, в шахту спуститься. Там трудно дышать, но там как раз вот грязь-то вся, которая в нас скопилась. Для того, чтобы эта грязь выгорела, она выгорает на месте. Там. Не чтобы она у вас проявлялась в жизни, в каких-то событиях ваших неприятных, да? А чтобы тихо, в покое, там вот мрачно, в этой вот среде, она там сгорела, эта грязь. Не чтобы она проявилась по жизни. Ведь грязь это поднимается периодически по жизни. И вот мы начинаем. Да? Бывает у нас такое. Она поднимается в активное сознание. А вот эта сила не допускает ее подъем в активное сознание. Она там ее придавливает и сжигает на месте, уничтожает. Сколько это может продолжаться? Год, 2, 3, может и 4. Но обязательно эти периоды
подъема и спуска, они просто обязаны присутствовать. Если у вас этого не происходит, и вы все время в состоянии какой-то эйфории, что-то вы не так делаете. Ясно? Не так. А люди-то думают, что духовная реализация – это когда все время какой-то подъем. Такой эмоциональный подъем, ажиотаж, вот, эйфория. Нет. Серьезная духовная работа, она требует и проработки, в первую очередь, вот этих нижних регионов подсознания, чтобы они перестали существовать как грязь, как эволюционный перегной, который мешает нам духовной реализации. Вот это главное. Понятно или нет? Вы все киваете головой, а потом ко мне подходите и говорите: Александр Васильевич, что-то у меня не так, вот сижу в помойке полгода. Если надо полгода сидеть, полгода сидите. Значит, грязи много. Ясно или нет? Полгода, хорошо. Ну, бывает так, жалуются, что полгода. Полгода это тоже нормально, значит, много накопили. Но обязательно вот эта периодика подъема и спуска, это должно быть. Это должно быть, это правильный алгоритм работы, поэтому никуда от этого не деться, это надо пройти с пониманием. И вот я столкнулся с тем, что люди, которые называют себя последователями Шри Ауробинда, они абсолютно неправильно понимают то, о чем он говорил. Он говорил о процессе восхождения и нисхождения сознания. Он говорил, что это алгоритм работы божественной силы. И когда они так сказать, познакомились с тем, что он говорил, то на практике они начинают делать не то, что надо делать, абсолютно не то. Они что делают сразу? Они начинают восходящие медитации. То есть сознание надо поднять, а потом опустить. Вот поднять получается, опустить не получается. Потому что они думают, что этот процесс, он какому-то методу должен соответствовать. Метод подъема, метод спуска. Метод для подъема есть, теперь бы для спуска хороший метод изобрести. На самом деле это процесс автоматический, спонтанный. Никаких специальных подъемов туда и спусков вниз не делается. Просто вы, открывшись силе, даете ей возможность вас и поднимать, и опускать. Она вас по этим горкам ведет. Не вы специально поднимаетесь или специально опускаетесь, а сама сила вас проводит вот таким путем. Ясно? Спонтанно, автоматически. И никаких методов специального подъема и спуска их нет и быть не может. И не должно быть. Есть единый процесс открытости вашей силы, открытости вашей этой силы, она уж сама делает то, что считает нужным. Вот она, когда вас по этим горкам-то и ведет. Вы к этому никакого отношения не имеете. Она сама всем этим распоряжается. Понятно? То есть минимум нашего участия. Наша задача вообще устраниться, открывшись этой силе, устраниться и никак не комментировать ее работу. Просто наблюдать за тем, что с нами происходит. И больше ничего. То есть мы можем стать и должны стать великими бездельниками. Только наблюдателями того, что с нами происходит. Наблюдайте, пожалуйста, но не вмешивайтесь в работу этой силы. Нет, нам надо вмешаться. Наш ум, он вот пытается проанализировать что-то, пытается улучшить работу Бога. Если божественная сила ваша работает, вы что, хотите улучшить ее работу? Как вы можете своим умом улучшить? Вы можете только ей помешать этой работе. Вот и все. Поэтому не мешайте. Ладно? Коли открылись, дайте ей возможность сделать то, что она считает нужным. Не мешайте, ради Бога. Наша главная беда – мешать ей работать. Это, пожалуйста, на каждом шагу. Мы ждем результата, мы пытаемся обсуждать, что с нами происходит, мы начинаем сомневаться. Это наше вот вечное занятие. А потом начинаем говорить, мы топчемся на месте, у нас ничего не получается. Конечно, не получается, вы же вмешиваетесь в эту работу. А вы устранитесь, эго свое устраните, уберите его. И тогда все получится достаточно быстро. И будет интересно, замечательно. Представляете, вы открываете все новые и новые горизонты истины, так называемые. Какие-то глубины погружаетесь, очень интересные. Какие-то интересные у вас происходят изменения. Наблюдайте. А вы все вопросы задаете, все анализируете, ждете чего-то. Ничего не ждите. Устранитесь. Не мешайте работе этой силы. Но все делается автоматически, без вашего участия.